самый твой опыт в России от какой-нибудь поездки и самый негативный опыт от поездки в Россию. Туризм в России, у него есть определенная особенность. Люди не понимают и боятся вообще куда-то ехать. Будет настолько красиво, как в Америке прям. Американская мечта. Ты опять, просто человек до конца нашей серии подкастов заработает иноагента. С чего вдруг все решили, что путешествия по России должны быть дешевыми? Просто то, что мы здесь живем. Я сейчас, может быть, в комментах вызову какой-то Майдан, и меня закидают всем, чем можно. Ты пішов ти в дупу. Будеш мені розказувати, як тут жити. В Киев съезди еще тоже. Открыта вакансия соведущего честного подкаста. Друзья, приветствую всех на нашем честном подкасте патриотического движения «Победа 945». Я Павел Кухаркин, Сергей Черкасский. У нас сегодня очень интересный гость Марк Еремин, путешественник, блогер, популяризатор путешествий по России и создатель сервиса Аху.ру. Правильно? Все верно, да. Видишь, я ни разу не ошибся. Но мы не можем пойти по плану. Я тут перед началом подкаста узнал о месте твоего рождения. Угу. Скажи, где ты родился? Город Горловка, поселок Кондратьевка, недалеко от все, Янакиева. нас... Янакиево было у меня в окно видно. У нас все как на подбор. Ты нам не нужен. Ни одного русского нету вообще у нас на подкасте. Все Горловки все русские. Подожди, все украинцы. Горловка, Донецк — это все русские. Это да, точно. Ну, это вы там. бывшая Хорошо, но у меня страна. есть, так как я не доверяю, всегда можно представиться с Горловкой, есть тест. У меня фотки есть. Не запланированный. У меня просто друг, он живет в Европе, встретил свою будущую жену, она тоже из Горловки. Я ему говорю, не может быть, я говорю, это внедренные разведчики и так далее. И я провожу тест на Горловку. Давай. Продолжи песню. Не в силах я... Да хрен его знает. Как? Все, он из Горловки этот. С чего вдруг? Это песня, гимн неофициальной Горловки, который играл в каждой маршрутке в школьном автобусе. Подожди, эти цепи, что-то такое. Все, вот она. Мама разорвать. В двойке она играла периодически. Постоянно. Маршрутка двойка, она была... Все, прошел тест. Это городской автобус, не маршрутка. Городской автобус ходил через весь город. И эта песня... Ты реально сейчас не сказал, я реально сейчас ее вспомнил и сидел. У меня 5 был автобус, в Кондратьевку ходил. И там тоже вечно эта музыка играла. Там. Это единственная песня, которая играла в любом месте. Но заходишь в автобус, и она по умолчанию. Ну, отлично, пойдете у вас такого нету. После... Как у вас принято? После подкаста. Подожди, мы песню включим, послушаем. Будете песню петь? Да. Не в силах я эти цепи Но эта песня, она въелась просто в ДНК. Поэтому я очень рад видеть земляка. Давайте по теме. Давай. Что точно Марк знает, это про путешествие в России. Давай. Ты блогер туристический. Сразу к тебе вопрос. Самый твой опыт в России от какой-нибудь поездки и самый негативный опыт от поездки в Россию? Слушай, вообще самый это Парамушир, это Курилы, Курильские острова. Почему Потому что туда лететь там 4,5 тысячи километров. Короче, до Владивостока, до Петропавловска-Камчатского нужно долететь, и оттуда еще на вертолете 3 часа лететь. Короче, это очень небольшой такой островок. И ты все еще в России. Да, это небольшой такой островок, и там важная особенность в том, что меня, позвали туда ребята, которые серфинг там развивали. То есть там маленькая такая серф-школа. И там на этом острове есть вулкан Ибека, который извергается там 5, 6, 7 раз в день. То есть, там раз в час, раз там в 2 часа. Причем он взрывается именно пеплом, он взрывается. Молния такая может быть. И я туда сходил, был на самом кратере, там, который не действует, а рядом действующий. Прямо передо мной эти взрывы, камни, молния. То есть это самое вообще крутейшее место, которое вообще осталось у меня в памяти по России. Ну, самое печальное — это Владимирская область у нас, к сожалению, но это такая область, которая супер важная для страны, супер историческая. Да, в том-то и дело. Супер историческая. У меня сегодня Решетников, как раз у нас было в ВДНХ открытие, и он там говорит, где куда лучше не ехать? Я ему говорю, правду вам сказать на сцене, там, перед министрами, перед всеми? Говорю, правду сказать? Он говорит, соври. Я говорю, хорошо, Владимирскую область нужно сделать получше. Поэтому Владимирская область, к сожалению, у нас очень хромает, при этом потенциал космический. Да, сумасшедший потенциал. Очень красивый. Ты вообще был во всех регионах, да? Ну нет, не во всех. Но много. Я 80% проехал, наверное, не был, знаешь, Чукотка. Сейчас после форума завтра встречаюсь с замглавы Республики Чукотки. Наверное, будут приглашать туда. Да, где еще такого не был.
В Якутии я еще не был прям далеко туда. То есть, ну, прям такие, знаешь, отдаленные, глубокие сильные места, А вот там еще не доехал. слушай, даже если путешествовать по всем регионам, это не означает, Да, что ты да. видел сам регион. Вот я был в 22 году в Красноярске, Мгм. и у меня был такой тоже интересный диалог с местными. Красноярский край, он 5 Франций приблизительно. Я говорю, какие у вас там развлечения, чем вы там занимаетесь? И так далее. Тут ездим на озера с семьей на выходные, покупались и обратно. Я говорю, далеко? Говорю, да нет, там километров 500. Я говорю, до озер? Такие, да. Я говорю, так это далеко. На оленях. Не, ну на машине. Я говорю, так это далеко. Я говорю, так что далеко? 500 туда, покупались, чуть Ну, позагорали, это 500 Россия, обратно. это как всю так Францию далее. туда-назад такие проехал. есть. Там И такие это есть, ты да. проехал вот такую вот маленькую Да, часть, да, а у да. тебя еще 5 Франций осталось неосвоенных. Я знаю, я так по Архангельской области ехал на машину в Архангельск, тоже 7 часов по одной области. Да, это смешной был диалог. Я вылетал из Шереметьево, а Сережа на машине. И я думал, так, чтобы приехать плюс-минус одновременно, он пишет, мы уже в Архангельской области. Думаю, блин, мы еще даже не вылетаем. Мы приземлились, он такой, блин, я не думал, что она такая большая. Ну да, еще 8 часов ехать. Ну, Есть, плюс-минус, есть сколько такое. городов удалось посетить? Ну, Есть какой-то слушай, я список? их не считал, ну, какое количество городов. Ну, практически в каждом регионе, везде, в топовых, везде, ключевых городах я везде был. А ты говоришь, ты встречаешься вот с губернаторами, министров там и так далее. Это у них есть какая-то заинтересованность, ты им помогаешь в развитии туризма или Слушай, что-то все такое очень посоветуй? просто, на самом деле. Мы перед эфиром с тобой, я тебе рассказывал, говорю, участвую везде, потому что суть в чем? У меня нет никакой цели и задачи там с какими-то министрами там или там с госами прям дружить и общаться. То есть у меня Интересно, была... как они проявляют интерес Да, вот смотри, к развитию пример. туризма. Ну вот смотри, пример. Я просто начал снимать, мне там сеть студий по дизайну интерьера была, я там бизнес вел, начал путешествовать. То есть у меня первая моя поездка была в 2017 году, если не ошибаюсь, в Финку. То есть до этого я вообще даже на самолете никогда не летал. Вот, Финка, Португалия, потом Норвегия, потом началась такая прям везде, то есть ездить. И к чему? А потом началось закрытие границ, ковид. Я за последние 2 дня там, до закрытия границ прилетел из Лондона. Ну и как, ездить-то надо. Все, я начал посмотреть. Поехал в одно место, в другое, третье, четвертое. Думаю, вообще прикольно, меняется, очень интересно. Начал снимать ролики. Бац, 1 там миллион, 2 миллионник, 3 миллионник. Думаю, ну здорово, дай пойду еще поснимаю. А потом началась эта вся вакханалия в 2022 году, когда все там просто бурило говно в интернете. У меня просто, я уже до этого поездил, я говорю, так, стопэ, но это не так, давайте-ка посмотрим альтернативу. Я начал показывать просто разные изменения, то есть я не говорил то, что все везде хорошо, абсолютно нет. Но я поменял парадигму того, что стопэ есть еще и изменения, и хорошие места, которые тоже меняются, а это факт. И стройка везде идет, и там дороги, и города, и аэропорты, это меняется по факту, действительно меняется. Вот, я просто начал это показывать, и аудитория очень сильно выросла там за... Это первый год, там что-то около 1,5 миллиона аудитории пришло, и потом постепенно начало так расти. А естественно, что это действительно такой патриотичный контент, не шизопатриотичный контент, а объективно патриотичный, то есть без каких-то там сильных там, да, позиционирования какого-то. То есть по факту вот что изменилось, тут бы поменять бы что-нибудь другое, да, тут вот так вот улучшилось, а здесь бы вот это изменить. То есть объективный контент. И получается, что люди просто начали это воспринимать, а регионы, они это подхватывают, потому что они начинают приглашать тебя в разные там свои места. Вот Красноярский край, который ты сейчас сказал, я был там зимой, тоже это был поддержка там региона, они хотят развивать. И все, они начали потихоньку Они тебя приглашают приглашать. поснимать, Да, они тебя возят регион? везде, показывают. И причем чтобы тебе там... какие-то плюшки предоставляют. Нет, на самом деле это такая программа у них, то есть у них задача именно показывать регион, то есть там нет никаких политических подтекстов, там все, что связано с этой пропагандой, там что-то еще, просто они тебя возят по местам, ты по факту вот классное место рассказал, хочешь не рассказывать, то есть ты рассказываешь именно о местах. Вот, и так все как-то пошло, плюс там сервис я сделал свой, плюс у меня дизайн перерос там в там архитектуру туристическую, то есть там мы делаем там инфраструктурные определенные проекты, типа там глэмпингов, отелей, бань и тому подобное, то есть все, что касается развития туризма, потому что я за изменение регионов с точки зрения визуала, то есть мне важно, чтобы регионы были красивые, и места были красивые, и плюс у меня очень большой опыт в архитектуре, и, получается, и в маркетинге, и сейчас еще и медийка очень хорошо там поднялась, и плюс туризм. То есть у меня все замкнуто в рамках туризма развития регионов. Монополия такая небольшая. Ну, я не знаю, просто это вырисовывается. я просто туда перешел, мне же там и бизнес отжимали, и
что только не было. То есть здесь и банкротство было, это в минус 150 миллионов долгов. То есть и вот как-то я перерос, просто уже понял, что туризм меня затащил, и все, и я как-то в него так влился, и окей. И оно все пошло. Как и ты всё. относишься к Илье Варламову? Ну, плохо. Не с точки зрения как личности, а с точки зрения того, что не объективно, потому что он очень... Знаешь, когда я перестал воспринимать его? До одного момента он же все обсирал все эти города с изменениями и так далее. Там все плохо, тут плохо. А потом такой... Есть одно место у нас там в стране, где сделана невероятно крутая площадь, не помню, или Кемерово, или что-то такое где-то там. И вот он расхваливал, а потом это оказалось, сделала его жена, и мы приехали посмотреть туда. Но это которая развалилась на протяжении там уже первых 2 лет. И причем все то, что он срал рассказывал в негативном поле про другие места, у него еще хуже реализовано. И я такой, ну понятно, ну все. И после этого мне как-то я ему благодарен. перестало. Я вот хочу сказать спасибо Илье Варламову, потому что мое становление там в Ютубе, оно тоже связано с тревелом, с времен там нашего Клименко Тайм. Мы были, наверное, единственным каналом на Ютубе, который приехал освещать чемпионат мира в России в 2018 году. И не с точки зрения негатива, как все плохо, потемкинские деревни и так далее, а что на самом деле классно и круто. Тем более это был мой первый опыт путешествий больших по России. И часто писали люди, типа заходишь, ездит Варламов, говорит, все говно, все очень плохо, ой, это вообще стыдно перед вами, европейцы. И я тогда ходил, думаю, нифига себе. И я на самом деле даже не верил, что люди могут так хорошо жить. Спрашиваю иностранцев, думаю, может быть, я субъективен, там с киевских своих деревень выбрался в цивилизацию. И англичане, с Колумбии ребята, все такие говорят, да мы на самом деле в шоке, максимально удивлены. И не было ни одного города, где ты бы такой думаешь, ну как-то вот, ладно, что-то недоделано. Везде было все на высшем уровне. Так, а Варламову за что благодарен? Потому что он единственный катался параллельно и обсирал. И люди, которые пытались найти альтернативу, находили меня, и мы с канала, на котором было там 25 тысяч подписчиков, выросли за там, пару недель на 235 тысяч подписчиков. Короче, Слушай, там знаешь, в чем суть вот с ними, если так дальше сравнивать? То есть я там 60 стран проехал, в некоторых жил. И, ну, очень много там у меня и разных там предпринимателей знакомых, и там во Франции, там возле Лувра у них там магазины. То есть я со многими очень поговорил, одноклассница у меня там в Германии живет. То есть я очень много пропутешествовал, просмотрел, прожил, и я объективно понимаю, что нет в мире города, ну, возможно, конечно, есть, где все идеально. В большей степени все равно ты отъезжаешь, и даже в самых, вот там, Рим. Там, да, любой пригород Рима, тем более. Да, сам Рим сам по себе помойка. Ты был там, я когда был, там просто мусорник. Мусорник обосрано, мусорник и бомжи, бля. Я в Пизе гулял с мамой. Римская империя пала, что ты хочешь. Я с мамой в Пизе гуляю, мы отошли от центра, мы, блядь, уходили обратно домой, потому что я говорю, мам, пойдем, там мне страшно было. Ну да, просто. Есть районы, куда лучше просто не заходить. Просто страшно, да. а это центр города. Да. И таких очень много, поэтому я абсолютно адекватно оцениваю там страну с ее минусами, но и плюсы теперь я как бы не пытаюсь принизить, то есть везде хорошо, везде плохо, поэтому нормально. Мне интересно, вот еще все-таки практическая часть. У Варламова была такая тема, что он ходил с мэрами, губернаторами городов по улицам и что-то там критиковал, рассказывал им, что и как надо где сделать. Вот здесь у вас лавочка стоит неправильно, здесь у вас там пешеходный переход, его здесь нет. Поступали ли какие-то предложения от каких-нибудь администраций, вот тебе конкретно, что типа, чувак, мы увидели твой блог, красивый, классный, приезжай к нам в город, приезжай к нам в регион, сними видос. Что-нибудь такое было? Да, это же эти блог-туры, которые вот регионы делают, это такие... То есть это на постоянной основе такая тема? Слушай, ну я на них сейчас уже ты не езжу, к примеру, прошлый год я очень много регионов проехал так, но опять же, это делает не мэры, а есть эти... Департаменты, которые занимаются развитием туризма. Эти, как же они вылетают с головы постоянно. Короче, ты приезжаешь, да, есть какое-то место, где оттуда пытаются развивать туризм. Короче, так. И они всегда как бы зовут с точки зрения развития, но опять же без какого-то политического контекста. То есть просто они возят вот тут, и ты как бы смотришь, ты можешь снимать. То есть нет никаких запретов, каких-то стоп-слов, то есть ты по факту как есть, так и говоришь. Вот у нас был в Хакасию такая поездка. Я не знаю, почему меня Хакасия теперь не очень хорошо хотят звать, потому что мы их просто там
в пух и прах, ну, объективно, очень, Почему? очень объективно. Ну, там длинные были переезды, непродуманная логистика, то есть там на самом деле больше к организационной части. Но сам регион собрал там что-то несколько десятков миллионов просмотров в совокупности. Это был один из самых охватных регионов, и там очень красивая природа. Но вот просто именно организационной части мы прямо так вот сидели, говорили, что вот это здесь плохо, вот тут бы поменять, вот здесь бы там поменять местами, то есть они обиделись. Понятно. Сказали больше не звать. Какие топ, не знаю, 5 мест, куда хочется приезжать, возвращаться в такой как постоянный туризм? Я просто смотрю, там периодически появляются СМИ, как только длинные выходные, самые там популярные направления в России. И все указывают Москва, Санкт-Петербург, иногда фигурирует еще Казань. И это даже как-то обидно, потому что в моем понимании есть более там интересные, какие-то неожиданные места, куда хочется приезжать. Вот у тебя личный топ-5, если не брать Москву, Питер, Казань и Сочи, наверное. Сочи тоже да я вообще нечестно их на брать. самом деле никогда не называю, даже там в своих роликах по подборкам, потому что они такие уже заезженные, все прекрасно знают. Тут суть в чем? Туризм в России, у него есть определенная особенность. Во-первых, у людей, которые путешествуют, какая у них проблема? Они дом, работа, семья, дом, работа, семья, дом, работа, семья, детский садик, стрессы и тому подобное, и они там на свой отпуск или отдых пытаются как-то там собрать денег и не прогадать. Поэтому они могут там десятилетиями ездить там либо в Турцию, либо в Анапу, либо куда-нибудь еще, на одно место, в один и тот же отель, чтобы точно было все продумано. И это большая проблема, вот этих вот люди, короче, не хотят рисковать, поэтому для них есть точно проверенные варианты: Москва, Питер, Казань. Все, десятилетиями проезжают, то 100 пудов будет красиво, 100 пудов будет хороший отель, все нормально будет. И поэтому у них вот это состояние страха рисковать, а для России это вообще один сейчас номер один фактор отсутствия там туристов, да, и нежелания куда-то ехать, потому что люди не понимают и боятся вообще куда-то ехать. Я отсюда, кстати, платформу эту и сделал. Так к чему веду? Что если говорить про таких вот топ-мест, куда можно возвращаться, смотри, Псковская область очень крутая, причем лет 5 туда приезжал, там только пытались как-то там что-то менять. Сейчас невероятно. Сам Псков очень красивый, переделали его, там прям очень хорошо отреставрировали. Пушкинские горы, природа, история, реки, сады, клубника у бабуля каких-нибудь купить. Просто очень крутая, колоритная, на несколько дней можно уехать. Калининградская область, которая там за последние 5 лет просто колоссальный рывок, колоссальнейший рывок. Там вот если взять пример российских регионов, за которых можно взять пример, да, вот как изменить, то вот Калининградская область — это прям вот номер один, на который можно обращать внимание. Если даже пройти там Анапу и так далее, Геленджик, который очень сильно изменился, его там часто называют там городом миллиардеров, потому что там сейчас туда все там Геленджик-Марина будет огромная, стройная, там гольф-клуб уже построили, аэропорт поэтому построили, там вот сейчас там винный город у них открывается, то есть там огромное количество вложений в этот регион и для богатых, в том числе, людей, поэтому там такая прям активная стройка идет. Дальше то же самое можем говорить про там Мурманскую область, которая, да, там сам Мурманск такой как бы сероватый, тяжелый городок, вот, но природа, которая сейчас там развивается, там прям туризм, прям бегом туда все едут. Карелия, вот у меня сейчас будет тур там в Карелию, тоже она огромнейший регион, который там, если раньше, знаешь, было кошкины дома, вот их называют там из сруба, если там койка с холодильником, как в Украине, я помню, на Азовском море, Да, там в где сдавали Кирилловку, комнаты, да. да, где люкс — это у тебя койка и холодильник есть. Люкс — это если холодильник у тебя отдельный в номере, да. а обычный стандарт — это холодильник на 8 комнат. Да. Ну, еще телевизор может быть такой квадратный, дутый. Это был люкс. И в Карелии, к примеру, там до ковида только-только были задатки. Сейчас огромное количество комплексов, глэмпингов, они все делают в формате такого прям визуала, который привлекает людей, чтобы их поснимать. То есть все начинают туда идти. И наконец-то это понятно стало для них. Глэмпинги — прикольная тема. Я был во Владикавказе. Вообще в горах расположен. Владикавказ вообще очень красивый, невероятный. Да, Крым, который сейчас настолько преобразился, что там небо и земля. А ты сказал, что ты создал проект для людей, которые боятся рисковать. Ахуру, да?
Расскажи про проект, что Ну, он это делает. если его... Решает проблему риска? Если его перенести на классический, то есть как бы классический маркетплейс, вот как ВБ, Озон, где есть селлеры, где есть платформа, где есть клиенты. Здесь такая же самая картина. Это платформа, где есть организаторы туров, то есть из-за того, что много ездишь, я плюс-минус там со многими знакомлю, меня знают. Они делают классные авторские туры, они размещаются на платформе, мы даем трафик, они там на платформе коммуницируют, люди едут в путешествие и получают удовольствие. При этом это Там не отели- пакет. Нет, это не отель, нет. это не пакет. Организация, Организация туров да. чисто. Экскурсии. Только туры, да? Да, экскурсии и авторские туры. То есть это не тот формат, где ты покупаешь там путевку в Турцию, все включено и едешь. То есть здесь такого нет. Это именно на месте ребята, которые круто проводят и знают свой регион, они делают очень крутые туры. И вот для них это как, ну, как селлер на ВБ. Вот они для нас такие же люди. Сейчас завирусилось видео, не знаю, видел или нет, запрещенной сети Инстаграм, где говорит, нашли тур по объявлению в Дагестан и показывают, там, где чуваки стреляют с автомата, украли барана, там какие-то Ну, это- рискованные трюки, и при этом все получают удовольствие. аутентично. Авторский тур, аутентичный. Это сделано, давай так, это Ну, да, сделано вирусно, да. специально для вирусных, да, части. Но вот если говорить про там Дагестан, вот у меня тур, вот мы едем там туда тоже вот сейчас полную там группу закрыли, там это их фишка. Они вот так себя ведут, и это привлекает людей. Да, это очень классно. И то же самое можно там параллели провести по другим регионам. То есть кто активно каким-то образом себя показывает, а в каждом регионе можно очень хорошо показать. Не обязательно трэш, иногда может что-то уникальное. Вот я на Алтае был, мы проезжали там через какой-то перевал, а там стоит один домик, и мы дай подъедем. Мы подъехали, выходит мужик, он пасет там что-то там 200 или 300 голов овец, у него лошади там, у него куры бегают, собака, а он, оказывается, какой-то заслуженный писатель России. И мы остались у него практически там до утра. Он там пел песни нам, мы там чай у него пили, живет просто мужик вот в своем... Живет свою лучшую да, жизнь. свою лучшую жизнь, все. Вот он там пасет, и ничего ему больше не надо. А где-то еще... Это собрало там миллионы просмотров, потому что это тоже необычно. Ну, то есть вот это прикол, вот это тянет людей. Сейчас, Я много писали людей, потому что чтобы с ним встретиться, приехать туда в гости тоже. сейчас будет первый такой прогревающий вопрос перед той проблемой, которая нас, Сережа, волнует. Я уже тоже про проблему начинаю думать. Да, ну вот начнем такой прогревочный про вопрос. решение. Когда ты впервые приехал в Россию? Так, чтобы посмотреть вообще страну, оценить. Я ездил, у меня бабушка, ну, то есть по отцовой и по отцовской линии, они жили в Грозном. Потом после начала войны в Грозном они переехали в Ну, то есть с детства, можно в сказать. Минводы, да, и мы ездили, я еще таким ездил с родителями туда к бабушке. Но это было там 3-4, там 5 раз. Ну, то есть, всё это время. да, не вчера. Нет, не вчера. Соответственно, из того, что я, например, вижу, очень сильно поменялось в целом, ну, как отношение регионов, да, к себе внутри, наверное, с 2014 года была первая волна, потом в 2020 году, когда начали развивать внутренний туризм, и мы видим, что он из года в год доля растет. Вот какие ты отмечаешь вот ключевые позитивные изменения, которые глобальные, не просто там аэропорт в Геленджике, это крутой инфраструктурный проект, а вот именно с точки зрения доступности там, передвижения в регион, там, логистика, наличие отелей, потому что же в Мурманск там 2 отеля, по сути, есть. Видишь ли ты, как есть какое-то колоссальное развитие массовое? Я вижу массовый интерес, массового развития, прям сумасшедшего, которого бы вообще будет влиять. Это точечно, не везде. Я вижу массовый интерес у регионов к тому, чтобы рассказать о своем регионе, чтобы начали ездить. Не у всех это получается, потому что некоторые делают это прям вот по-советски еще, и это прям жуть. Есть, которые очень креативно делают все, и фирменные стили, и все, и упаковывают, и стараются. Но если откровенно, то изменения в туризме, безусловно, произошли на этапе ковида и на этапе начала объективно. Тут ничего с этим не... И насчет закрытия границ, всего остальное. Люди просто нужно же куда-то ездить. Они начали, а давай-ка хотя бы у нас поездим. И это простимулировало многие регионы каким-то образом начинать выстраивать там свои... Они там посмотрели на ту же самую Калининградскую область, которая там космические бабки туда привозят, туристы. И такие, надо что-то изменить. И они потихонечку начинают как-то менять. Но сказать, что везде идеально, абсолютно нет. Некоторые регионы — это природа исключительная, и там нет никакой инфраструктуры. Без регионов, которые... Ну вот даже та же самая Камчатка.
на удивление, но богатейший регион, но город довольно печальный, прям печальный, но при этом места, которые просто невероятные. Такие же самые примеры могут быть вот даже с Краснодарским краем, тот же самый Новороссийск, у которого потенциал туристический колоссальный, а там, вообще печаль. Рядом Геленджик, который супер изменился, Новороссийск, вообще такой прям облупленный весь. Но есть области, которые, по сути, вот с одной стороны, не выглядят перспективными с точки зрения туризма. Ну, например, вот Ростовская область. Можно ли сказать ее перспективной? Естественно. Но на бумаге я к чему? Это не то, что утверждаю. Вот у меня так открытие было с Челябинском. Меня пригласили в Челябинск. Я такой думаю, что такое Челябинск для меня? Это вот наша Раша, красные труселя, заводы и так далее. Я приехал, великолепнейший город, я туда несколько раз приезжал, там есть сумасшедшие рестораны, все круто. Оказалось бы, Челябинск в моей карте путешествий, находился бы на затворках. Да. Вот, например, Ростовская область. Вот кажется, что там делать? Ну вот смотри, я тебе сейчас Ростовская область. Во-первых, сам город Ростов, который, у него я его часто, сравнивал со Стамбулом, у него есть очень классная архитектура, но она местами сильно запущено. Вот. То есть Ростов, там есть рядышком парк Лога. Да, лучший очень парк крутой, России. Да, один из таких самых крутейших, причем бесплатный. Там его построил предприниматель, да. Дальше там же есть какая-то кинодеревня, которая на берегу Азовского моря, тоже недалеко в этой части. То есть если задаться целью, конечно, по пути еще много чего можно заехать. В Воронежскую область, там, в Тульскую область и так далее. То есть, если задаться прям целью, всегда можно найти очень классные места. Всегда. Я когда снял просто логопарк, мне люди писали, да ладно. То есть, мало кто рассказывает об этом. Я рассказывал. У меня он там собрал не 1 десяток миллионов просмотров. Такой же парк есть, точнее не парк, вот по такому же примеру, деревня Мандриги, это раз под Ленинградской областью, и село Вятское в Ивановской области, она там на границе Ярославской. То есть что там вот в Вятском? Там просто местный предприниматель взял, отреставрировал все село, местные теперь работают там в музеях, в ресторанах, в отелях, и все отреставрировал, а это село с сумасшедшей историей, там оттуда приезжали в Питер строить дома, а потом эти ребята возвращались в Вятское, ели свои огурцы вятские, и маленькие такие домики, похожие на питерские, делали там. Там такие 2 улицы сделаны. Все равно не хватает как будто бы медийки во всей этой сфере, потому что я вот тоже помню, ехал в Рязань, и мне сам город не то чтобы понравился, но я абсолютно как-то случайно там образом узнал или вспомнил, не помню, что там есть деревня Есенина, где он родился, учился, вот, и мы в нее заехали, и я обалдел, насколько там круто, там вся полностью деревня реконструирована, реставрирована, и ты как бы ходишь по деревне, и, значит, у тебя там каждый дом из себя что-то представляет. Здесь там школа, где он учился, здесь там дом, куда он ходил, здесь еще что-то. Вот, и она так органично очень вписана в настоящий поселок, да, то есть они друг с другом соединены. И я, подумал, какое крутое место. Там еще такой огромный портрет Есенина, знаешь, стоит на фоне живописного какого-то пейзажа. Просто обалденно, но при этом сложно достаточно узнать про это место. Потому что до сих пор еще в управленцах регионов сидят люди далекие. То есть, смотри, пример. Я приехал в Южно-Сахалинск. Город, который раньше совсем прям печально был, прям совсем-совсем. Южно-Сахалинск сейчас. Построен новый аэропорт, отреставрированы все дороги практически, сделаны очень крутые парки. И я такой в один из парков прихожу, там вид такой на сопки, у тебя озеро, там это Дальний Восток, прям очень красиво все. Современная перестройка парка, реконструкция произошла. Но стоит на площади в центре кованая какая-то ссаная карета с лавочками. И вот с этим... И я такой стою, там как раз мне какие-то из министерства туризма звали, и я говорю, как это оказалось... А там везде дальше современные столбы, лавочки, плиточка, все очень красиво, все сделано, стильно, фонтанчики такие бьют. Я говорю, как это появилось здесь? Оно же даже просто не бьется. Как его впихнули? Там сказали, что это красиво. Это вот сказали сделать там. Я говорю, пока там молодые, наверное, не появятся, вот, которые повидали все, да, и хотят чего-то нового. Вот так, наверное, постепенно и будет. Я просто знаю, как это происходит. У меня... Я был на небольшом мастер-классе от одного из наших крупных дизайнеров, который работает именно с государством с точки зрения там вывесок, плакатов, оформлений и прочего. И он просто предложил поиграть в коллективного губернатора нашей компании, там, людей. Говорит, давайте сделаем плакат к Дню молодежи.
И все таки вот здесь надо надпись, вот здесь мальчика. Говорит, а давайте еще мальчика с девочкой, а давайте здесь флаг поставим, а давайте еще и герб и так далее. И вроде, ну, а уже наляписто, я такой сижу, голубя. И он ржет, говорит, блин, у меня был идентичный запрос, где сидел просто какой-то губернатор. Вот ему нравится птица, говорит, хочу ее. Говорит, она там вообще не в тему. Надо. Он такой, надо. Это символ любви, мира и благодати. А вот можно также отнести еще, были споры, вот я был сейчас на МЭФе, там на Урбан-хабе, это была именно сессия, которая, точнее, зона, где ежедневно проходили сессии по урбанистике, то есть по изменению городов. Много очень классно, интересного там наконец-то начали говорить. Давайте так обидно. Наконец-то начали говорить, и что-то начало меняться в этом плане. Это уже круто, это прям очень здорово. Ну вот пример. Не нужно забывать про людей наших. Вот Териберка, Мурманская область. Настолько распиарен там с помощью Левиафана этот регион, просто толпы туда едут людей, толпы. Если бы оставили вот эти старенькие домишки, которые полуразваленные были там, это и в десятки раз красивее, чем то, что сейчас просто там поначали, извините за выражение. Что попало, просто построили. Ядовитые краски, баннеры, вот эти какие-то одни вот такие дома, другие вот такие. Никакой вообще структуры архитектуры нет, ничего. Засрали настолько регион, точнее точку эту. При этом там очень классная природа, водопады, там край земли. Пляж драконами, с яйцами дракона, как называют его, там Баренцево море, то есть там, блин, там можно такой туристический, кластер сделать крутой. Почему так? Там даже Лебедев, кстати, сделал идентику и там, полностью стилистику самого поселка, как нужно строить. Есть там в интернете, можно открыть, посмотреть. Но ее не придержались. Не то, что не придержались, они ее болт положили, никто даже вообще не планирует это делать. И причем на вопрос... Лебедева заказать идентику дорого стоит, зачем заказывать? Так нет, она уже создана. И причем вопрос, я говорю, почему так? А вопрос в другом, что люди считают, что это дорого. Но по факту построить их сарай стоит дороже, чем построить нормальный дом. Это факт. Плюс у людей нет вкуса. Вообще, это была большая проблема нашего вообще, в принципе, региона, потому что у нас там Первая мировая война, там крестьяне, потом Вторая мировая война. То есть у нас откровенно общество точно не развивалось с точки зрения вкусов и архитектуры, дизайна. Мы жили там на своей земле, там пахали ее, были животные, жили в домиках, все было замечательно. Какие там города? И потом только к нам эти итальянцы все приезжали и так далее, которые строили там часть Питера там, и тому подобное. И у нас просто не было даже этой школы. У людей не было восприятия. Ну, да. И когда после Советского Союза, когда люди начали путешествовать, они такие начали смотреть, такие, оказывается, так может быть. И потом эти предприниматели и ребята, которые путешествовали, они начали пытаться это повторять. А что такое повторение? Ты построил один домик классный, он будет у тебя забит в этом месте, потому что просто альтернатива другая печальная. Вот есть яркие примеры. У нас в Подмосковье тоже построили классный дом в деревенском стиле. Там старую избу достроили, и там камин изразцовый. Стоит там что-то 50 тысяч в сутки. Мест нет вообще. И казалось бы, как можно за 50 тысяч в сутки есть? А почему? Потому что рядом ничего нет. И только вот Сочи так развивался. Я приехал в Сочи еще до Олимпиады, и помню, как этот город выглядел, какая там была атмосфера, как люди там все продавали свои эти там... из Абхазии приезжали, продавали мандарины и так далее. То есть не было никакого сервиса. Потом прошла Олимпиада, москвичи Питера, там, Центральной России начали приезжать строить классные рестораны, они начинают составлять конкуренцию, люди перестают ходить к ним, начинают ходить сюда, а те смотрят, да. дай-ка я начну переделывать. И вот они только так подтягиваются. Вот поэтому, как только у нас народ и люди в целом будут понимать чувство вкуса, то это здорово. Чувство вкуса и стиля, да, надо как-то прививать. Я тоже в себе стараюсь. Я сейчас, может быть, в комментах вызову какой-то Майдан, и меня закидают всем, чем можно, но вот если бы, допустим, представить российские деревни, любые все, без забора из профнастила, это было бы настолько красиво. Это боль. Даже если просто взять... Я понимаю, что практично, дешево и так далее, но если взять какой-нибудь чистокол, как бабушки там наши забивали, просто... Деревянные, небольшие. Да, даже до колена. Да. Это будет...
Я вот просто себя взял и визуализировал. Можно выишку вставить, какой-то поселок и попросить, убери все заборы, поставь чистокол. И будет настолько красиво, как в Америке прям. Так, а Американская Ты мечта. опять, просто человек до конца нашей серии подкастов заработает иноагента. сидит. Вы видели, Так, как в Америке живут вообще без заборов? новые дома, ну вот даже Подмосковье или другие строят с балконами. Ты видишь на балконах столики с креслами, на которых хочется пить кофе? Нет, это просто хламовник. Колеса, хлам, и это отдельная комната. И, кстати, во многих Есть сейчас- хамовники, есть хламовники. Во многих, Это кстати, важно. комплексах сейчас это поняли, они перестали делать балконы, потому что в них просто нет смысла. Это лишний, во-первых, Делают кладовку. просто кладовку в... Вместо да. балкона. У меня есть другой пример интересный. У меня под Киевом была квартира. Мгм. И дом, когда я покупал еще на этапе застройки, застройщик говорил, мы можем продать два комплекса. Один у нас идет вот, классический, с балконами, со всей ерундой. В моем будет французский кованый балкон, небольшой. То есть там цветы посадить, либо можно выйти там, с чашечкой кофе на перекур. Все. Он не подразумевает остекление. Еще дом не успели сдать в эксплуатацию. Ты понимаешь, да, о чем речь? Ладно бы еще, если бы застеклили в одном каком-то архитектурном стиле. Хотя бы подали проект. И когда людям высказывали претензию, ты пішов ты в дупу, будешь мне рассказывать, як тут жить. Говорит, а что ты в соседнем доме не купила? Говорит, да хочу там купляю, что хочу там рублю. И я просто в какой-то момент, это уже как раз, может быть, это, кстати, и способствовало финальному решению уехать жить все-таки в Россию, потому что я в Петербурге не представляю, чтобы там такое было, да? Это когда ты подходишь к дому, а там просто, вырви глаз. Мгм. По-другому ты не назовешь. К сожалению, оно такое и есть. Вот смотри, Черняховск, Калининградской области. Мгм. Город, где уцелела большая часть архитектуры после войны, и плюс ее сейчас очень хорошо, прям там кварталами прям все поменяли. Вот прям брали, меняли все. Двери, балконы. И вот пример. Там стоит такая водонапорная башня, вокруг такие в европейском таком стиле домики красивые. Их отреставрировали, сделали плитку, сделали ливневки, поменяли двери такие прям помпезные, красивые. При мне тащили ограды балконов чугунных, новые, кованые. Не кованая дешевка, а кованые красивые такие прям, знаешь, поставили. И я приезжаю на следующий раз через полгода туда, и уже на этих балконах эти кованые решетки, знаете, вот этими пластиком, которые Да. зеленый, Сайдингом, желтый, да. да, просто заклеили, вот так вот стоят резина, там шкафы. Я думаю, ебать, как можно? Это видовые точки, как можно так? И знаешь, какое решение здесь? Решение здесь, скорее всего, как в Европе, где просто тупо все под запретом. Штрафы, запреты, и причем жесткие штрафы, если ты нарушаешь внешний вид. Это единственное, что будет. Я просто не могу не показать. Вот часто там в разных спорах мне многие рассказывали, что Киев там невероятно красивый город. Я в Киеве прожил 11 лет, а я всегда привожу пример. Смотрите, красота природы — это не является красотой инфраструктурной. И есть очень большая беда, то, что там забили болт объективно. И когда со мной спорили, я вот показываю эту картинку уже на протяжении 8 лет. Это самый центр города, улица Бассейная, Бассейная 15, я ее ввожу с первого раза. Вот этот архитектурный дом 19 века с да, шикарным белым Балкон. пластиковым Ты балконом. видел, да? Мгм. И Это круто. Ой, жесть. да, Слушай, но здесь только запреты. Вот это только запретами меняется. И все мы хотим жить красиво, как в Европе, в красивых городах и так далее, но при этом мы должны понимать, что Да, в там... Киеве это, скорее всего, чиновник какой-нибудь сделал. Да, точно скрыться, да. Современно. Еще один проблемный вопрос, раз уж мы немножко о мы проблеме. оттягиваем, мы вот с Сережей вдвоем хотим Раз все-таки уж мы, прийти к этой теме. Да, немножко о проблемах. Я вообще в целом, то есть я очень доволен путешествиями по России, то есть я для себя это открыл. Потому что когда я ехал, я тоже первый раз, когда я приезжал в Россию, я слышал только там вот ТОК, Питер и Москва живет, все остальное это как бы говно. Но я для себя открыл кучу прекрасных мест, тоже Владикавказ, тоже Архангельск. У меня ролик был из Архангельска, я снимал, ездил. Обалденно, куда бы я ни приехал, мне в принципе большинство, я доволен, все очень круто, красиво, колоритно и так далее. Люди классные, кухня классная, дешево, дешевле, чем в Москве везде. Вот, это тоже кайфово. Но есть один момент, как на мой обывательский взгляд, как будто вот прям проблемный, это после 22 года отели. Потому что я вот посмотрел отели в Китае,
там $50 Marriott Radisson какой-нибудь пятизвездочный отель, и я так понимаю, что где-то... Отель «Надежда». Где-то отель «Надежда» будет стоить $100 иногда, да, где-то Да, в а то и какой-нибудь... дороже. Это еще не «Надежда» а то и $100. дороже, 150. И вопрос, что у нас происходит с отелями и как нам с этим быть? Можно ли Да, просто как пример- исправить эту ситуацию? Мы жили за 10... Мы где-то сняли в один день, это просто произошло, с разницей, ну, максимум там полдня, ладно. Мы сняли отель в Китае, специально искали дорогой в Гуанчжоу, Рис Карлтон за 11 тысяч рублей, а в это время мой друг Константин Придыбайло хотел поехать в Магадан золото намывать, и в Магадане отель Магадан, вот, там 3 звезды от силы, снял за 14 500. И я Ну, такой... Риц и Магадан, да. Да, и я понимаю, что, конечно, сетевикам лучше, Да. но как бы слишком Что, большая да, что у пропасть. нас Здесь- в этой сфере вообще? Здесь даже можно еще добавить, накидать вам на вентилятор. Это Интересно разобраться, в чем... перелеты. Да, вот тоже. Молчим вообще тут. Ну, Да, ну давай теперь у нас разберемся. сейчас Да. маски-шоу. Сколько людей приезжает Китай. в Китай путешествовать? Да, овер до хера. Да, это первый вопрос. Сколько... неудобный какой-то стул. Вот здесь сильно Ну, понижено, да. припусти. Вот, Там можно сколько припустить. этих самолетов летает по Европе и какое расстояние между городами европейскими? Ну, там небольшое, да, понятное дело. Да, понятно. Там. Вот. Теперь переходим к следующему. Почему в России, вот был яркий пример, я был в Астрахани, вот ты расскажи, я был на рыбалке, а мне нужно было Волгоград. Из Астрахани в Волгоград через реку, вот он там. Мгм. Чтобы долететь до Волгограда, мне нужно Через через Москву. Москву, в Москве посидеть на пересадке и полететь в Волгоград. Здесь проблема не в том, что дорого или Магадан хуже или Китай лучше, а в том, что потенциал количества людей и конкуренции. Вряд ли, если в Китае какой-то отель поставит супер оверпрайс, то просто его сожжет конкуренция, потому что к нему просто никто не будет ездить. То есть до тех пор, пока в Магадан не будут ездить тысячи людей, Мгм. сотни тысяч людей на экскурсию, потому что там что-нибудь сделают, и построят там один из десятков отелей, и плюс вариации будут дополнительные какие-то еще там глэмпингов, частных домов и так далее, до этого времени, как стоило 14 500, скорее всего, будет стоить еще 20 500 тысяч. Мгм. Потому что у них нет... То есть они от этого туриста, который там приезжает туда, они пытаются вообще все свалить, потому что это единственный, гость, который туда приезжает. При этом Магадан великолепный город, на самом деле, Да. и меня туда зовут. Сейчас там есть и крутые туры, и золото можно намывать, и морепродукты поесть. Да, все там есть. Но он для них Магадан, это еще как еду Ну, в у вас Магадан. да. шансон, Да, цепи, да, цепи, да. мама Но разорвать. это не так. И то же самое мы можем относить к самолетам. Потому что перелет по Европе — это из одной страны в другую страну, 1,5 часа 30-40 минут лететь. Понятно, там флайрадар, если открыть, там Да, видно. так, а у нас единственное, у нас от Москвы до Питера лететь 1,5 часа, из Москвы в Калининград сейчас лететь, 2 часа. То есть это как практически всю Европу пролететь. Это всего лишь один рейс, который летит с одного города близкого Сейчас к 4 России. часа, да, облетать? Да, сейчас еще облетаем, мы там 2,5 часа. А слетать сейчас с Москвы в Южно-Сахалинск или в Петропавловск-Камчатск — это 9 часов. Ты пролетаешь, всю Атлантику, ты когда летишь в Нью-Йорк, 9 часов. То есть ты можешь пролететь Европу вот так вот туда-сюда несколько раз. Мгм. Откуда будут дешевые авиабилеты? Мгм. Хочется сразу же сказать. Не, ну все равно, Авиабилеты, например, в пик сезона, вот в Сочи, например, я люблю снять отель где-нибудь близко возле аэропорта. Не знаю, многим не нравится звук самолетов, но я прям засыпаю под это идеально, меня он успокаивает. Там самолеты взлетают и садятся там каждую минуту. Да, да. И при этом стоимость перелета в Сочи Тоже сейчас. запредельная. Это мне вот товарищ писал как-то. Знаешь почему тоже? Давайте вот я Наоборот, сейчас... большой спрос, поэтому Нет, надо цену здесь сейчас поднять. теперь другая проблема встряла у нас. Вот я сейчас был в Пулково, мы там открывали биометрическую систему, то есть ты можешь регистрироваться и проходить на самолет через биометрию, без паспорта, без билета, без ничего. Мы как раз открывали там этот момент. И я разговорился, а что происходит с самолетами и так далее. В общем, суть в чем? Сейчас идет падение спроса на перелеты, потому что вымываются самолеты. Раз. Билеты будут еще дорожать, потому что пока нет нового парка, он пока не наполняется. Наши там ТУ, МС и там Сухой, они будут там в ближайшие 10 лет только постепенно как-то вводиться. А самолеты выходят уже из состояния. То есть ценники будут только расти. Люди постепенно сейчас стали чуть меньше путешествовать на длительные расстояния. Они пытаются короткими точками где-то летать. Вот. Поэтому пока у нас не закончится
то, что начато, мне кажется, будет только дорожать, усугубляться, потому что это сильно влияет на все. Поэтому здесь очень много комплексных таких моментов, да, которые нужно... У нас была бы малая авиация, это было бы здорово, потому что вот для нашей страны она прям очень важна. Малая авиация нужна. А вот Но сейчас Ил, там, по-моему, 114 сделали турбовинтовой, который как раз предназначен для перелетов между маленькими городами, то есть туда-сюда. Его только вот выкатили, он уже, короче, в серию пошел. Новый. Это по твоей части. это по моей части. Нам действительно не хватает маленьких самолетов. Ну, Потому что я, например, не фанат винтовых, они достаточно шумные и да. не сильно комфортные. Да. Но они на вот. короткие перелеты, они в Да. основном. Ну вот если еще по отелю, то вот сейчас сколько, ну вот мы последние там 4-5 лет все-таки получают гранты на глэмпинге. Вот у меня сейчас я был в Вот этом. глэмпинги прикольная тема, и Ну, они добавляются. они быстро возводимые, да. И вот я сейчас был в... Но опять-таки это где-то, наверное, в летних, таких не очень холодных регионах. Вообще Или абсолютно. пофигу, да? Вообще пофигу, да. То есть домик же он маленький, часто камин ставят, отапливается Мгм. обычным теплым полом, и вообще никаких проблем. Вот я был сейчас в Ульяновске зимой, в мороз. Тоже, кстати, ребята выиграли грант на правительство. Им дали, они один домик построили в каком-то там природном парке, Меловые горы. Очень прикольное место, там красиво. Ну, глэмпинг кайф. Я... Да, так они построили один домик, получили грант, построили еще 6 домиков, построили спа. Супер. Это очень стильно. Стильно, классно Стильники, смотрится, барнхаусы, да. вообще офигенно. Все очень хорошо там, ну, как бы никаких проблем. А вот у меня такой вопрос. Я сегодня в качестве бонуса нашей съемочной команде купил лотерейные билеты. Вот. Ну а вдруг... В качестве да. зарплаты. Ты не получил. И у меня такой вопрос. Вот в теории сорвут джекпот, там 800 миллионов рублей, Не на сорвут. секундочку, Допустим. допустим. Не надо, вот, а то у нас потом съемка резко придется. Вот 800 миллионов рублей. Это огромная сумма, на самом деле. И вот человек скажет, зачем мне вот снимать эти вот подкасты, слушать этих вот ребят и так далее. Я хочу инвестировать в развитие там глэмпинга, туризма в России. По твоему мнению, самый перспективный регион, куда я возьму 800 миллионов, построю что-то, и эти деньги отобью, приумножу, и буду счастливым человеком. Ну вот смотри, Карелия точно, туда можно заходить, много очень людей ездит. Сейчас Дальний Восток развивается очень сильно, там есть даже такое понятие, как дальневосточный гектар, вот мне там предлагали несколько гектаров получить, тоже в счет постройки там, и Японское море, там, и сопки, там очень красиво, то есть и китайцы туда сейчас пачками едут в эту сторону, то есть там объективно можно. На юге, безусловно, можно, потому что, особенно если мы сейчас рассматриваем там пример Азовского моря, Черного моря, да, то есть там потенциал огромный сейчас у этого, с учетом того, что, зная, какие там программы сейчас инфраструктурные строятся, то же самое там кольцо возле Азовского моря, это все туристические кластеры будут, которые объединяют там Крым, ну, Крымский мост, Азовское море, вот эти все, там Мариуполь и так далее. Огромные моменты. Крым, просто там сейчас такие ценники уже на сегодняшний момент. Ну да, там уже... И в Крыму прям очень круто строят сейчас, очень красивые места есть. И там потенциал колоссальный для строек сейчас. Вот. Если мы говорим про Золотое кольцо, почему бы нет, Ярославская область, Ивановская область, Подмосковье Владимирская, я сейчас. так понимаю. Короче, так сейчас у меня пальцы, Суздаль, у меня пальцы Плёс, заканчиваются. Ленинградская область, которая тоже очень много всего там под Выборгом, там можно кучу всего построить, людей пачками в этот Выборг едет, вот, потому что, ну, как бы близко там к загранице, и архитектура ну, как бы влияет. Тем более сейчас там проект, там, да, по-моему, 40-го года полностью отреставрировать и восстановить исторический центр именно этого Выборга, как вот он был. Он же там вообще печальный. Там же был один из самых криминальных регионов, Выборг город. Там убили какого-то этого бандита, когда я переехал в Питер на трассе. Вот, и после этого вдруг стал развиваться город. Как-то замок начали переделывать, там, строить, дорогу делать. Да. Ну, как бы, на самом деле, регионов достаточно много. Смотреть на потоки, смотреть на потенциал, то, что будет строить, и в планах вот есть такой проект «Туризм РФ», это там, где государство какие проекты сейчас развивает с точки зрения кластеров. Да? Вот у нас сейчас есть проект «5 морей». Это он затрагивает Калининградскую область, Ленинградскую, Санкт-Петербург область, Байкал, Бурятскую и Иркутскую сторону. Это Камчатка, там горный пар, там будет вулканический
горнолыжка, короче, на вулкане, там поэтому аэропорт построили. Черное море, то есть это связка вот с Крымом и с Азовским морем. Это Дагестан, там тоже планируют на Каспии строить огромные детские кластеры там и обучение. И это, то есть там можно зайти, посмотреть, там огромное количество. Это как бы частные и государственные там проекты, которые мэчатся, поэтому там можно смотреть. Я пожелаю удачи выиграть джекпот, потому что у нас договор, что я в доле от любого бизнеса. Подожди, я сейчас тогда посоветовал, я тоже в доле тогда получается. Ну, тут... Тут все украинцы. А мы не признаем. Кого ты хочешь обмануть? Не признаемся, да. Вот я сейчас пока шел пешком на съемку нашего подкаста, увидел прям действительно огромную толпу китайцев. Я очень позитивно отношусь, когда вижу иностранцев, тем более большими делегациями. И мое первое путешествие на Байкал... Я тоже про Байкал хотел спросить, как ты мои мысли прочитал? Ну, что туда возят китайцев в огромном количестве, и как будто бы по инфраструктуре там все еще так себе. Вот, да? мне, например, местные сказали, да, следующее, что вот у нас есть Байкал, это одно из самых невероятных мест, мне кажется, вообще в мире. Да. Говорит, и туда никто не ездил. Да. Говорит, нам Байкал для туризма открыли китайцы, Да. которые приехали вообще случайно по какой-то, Прям мысли мои прочитал. по какой-то программе, Мгм. начали это снимать. Весь Китай такой, это реально существует где-то на планете Земля, и начали эту толпой валить. Причем было смешно с точки зрения инфраструктуры. Наши быстро начали вместо буханок покупать комфортабельные спринтеры, транспортеры и так далее, а китайцы в очередях Китайцы стояли хотели на буханку, какую-то. чтобы аутентично было. Аутентично, да. Всё Там правильно. нормально по инфраструктуре, на самом деле. Да? Да. Я не был, Ну, к там сожалению. душевно. То есть там как раз нет вот этого вот то, что строится на териберке. да, Вот это да. вот. Мгм. Там в целом, да, есть Хорошо. посмотреть, но не везде тоже. Так надо вот, иметь. почему китайцы как раз являются тем каким-то импульсом, который нам открывает глаза, что вот надо сюда ехать. Мы как будто Слушай, бы либо не стесняемся, либо не рассказываем. Ну, давай откровенно, но китайцы не открыли прям Байкал. Просто это все Ну, совпало. это был импульс, да, Это такой. все совпало. Медиа работать... Куда, почему люди едут? Они увидели на Байкале красивые видосики от блогеров, что там лед, они там снимают с коптеров и так далее, и люди начинают ехать туда смотреть. То есть почему медийка сегодня... Вот я только сегодня, говорю, на ВДНХ стоял, вот им на сессии этой рассказывал, что сегодня медийка — это инструмент популяризации и раскрытия региона, потому что только так Конечно. люди пачками едут. Конечно. И все, что делается красиво, Все, что в вкусно, Инстаграме увидели, туда и поехали. запрещенном экстремистской социальной Да, сети, конечно, да. все, Но что... только, с помощью него можно так неплохо развивать туризм. Так, вот, пожалуйста, я же говорю, на Парамушир ездил, собрал 60 миллионов просмотров. 2 года или 3 года не мог подряд Я в просить Ютубе? запрещенной социальной сети. Ну, Инстаграм? короче, все вместе. У меня ТикТок, Ютуб, запрещенка, Телеграм, ВК, Макс, прости господи, Макс, потом Одноклассники, Дзен, и еще Ну, было Макс вытянул эту статистику по-любому. 3. И вот в это все общие картине, но на самые ключевые были это ТикТок, Инстаграм, Макс. Ютуб. М-м. Макса тогда еще, кстати, не было, он еще не существовал. Вот. И они дали, и людей просто тьма поехала. Я не мог просто свою группу туда сделать даже. Каждый раз там звоню, говорю, давай сделаем тур. Вот Не с кого могу. процент надо брать? С администрации. Такой вот вопрос. У нас подкаст очень тесно связан с историей. Блин, ты опять мои мысли прочитал. Ты хочешь про памятники? А вы спросить? будете неплохой вот вопрос давать или нет? Или Плохой? вы подводите к ним? Подожди, Не, мы мы про про отели цены спросили. отели это А было, какой да. ты думал, Потому что плохой Я не знаю, туризм в что-то России... еще хуже решили. А еще хуже, не знаю, я думал, отели самое Не, плохое. ну мы не критикуем. Почему? Для меня, например, самая большая Я проблема вообще внутреннего доволен туризма — это действительно стоимость Отель. путешествия. Ну да, может быть, стоимость. Потому Но- что куда ты не поедешь, это становится прям... Ну, блин, давай откровенно. Ну вот почему, с чего, вот давай так, с чего вдруг все решили, что путешествия по России должны быть дешевыми? Просто то, что мы здесь живем, ну так ты Не, поедешь я- в другую я- страну, и там местные тоже не путешествуют Не, по своей понятное стране, дело, потому что им дорого. но я исхожу из какой логики? Взять среднюю зарплату по стране. Мы не берем московские зарплаты, мы берем среднюю зарплату по стране. И я понимаю, что большинство видов туризма, оно просто настолько недоступно. Вот у меня как-то появилась мысль в ковид Мгм. поехать на теплоходе из Москвы по реке в Астрахань. Мгм. Я такой думаю, блин, прикольно, и вроде на воде, и в каюте там безопасность, все остальное. Я подхожу, извини меня, 350 тысяч человека. Я такой думаю, за 350 тысяч можно поехать в места прям шикарные. Дальше, Ольхон, Байкал. Мы там были с другом зимой, думаем, блин, может туда поехать летом? Я узнал тур на 4
400 тысяч без перелета Москва-Иркутск. Я такой думаю, ну вот 400 тысяч Дорого, рублей. да. Это Звучит. настолько дорого. Знаешь, почему я сервис сделал? Ахуру? У него же смысл в чем? У него смысл как раз, почему так происходит. Вот у тебя тур куда-нибудь на Хужир там, или на куда-нибудь там ты собирался лететь. Приходят москвичи местным, заказывают основную программу, делают наценку в 2-3 раза, и у тебя вуаля, получается не 100 тысяч рублей поездка, а 300. Мгм. Вот такая же самая с Камчаткой, такая же картина. Тур у местных там может стоить в пределах там 60, 70 до 100 тысяч рублей. Все, что продается здесь, это в среднем выше 250-300 тысяч. Потому что наценка своя. И я вот эти сопли, которые сейчас ты сказал, они у всех, в том числе у Ну меня, да. все страдают от этого. И у меня тогда как раз и клемануло, с чего вдруг надо делать вот эти наценки. Я поэтому просто их напрямую тащу всех сюда, и То они есть делают свои заходишь прямые на цены. Ахуру, Да. и там без наценки Без заказываешь оценки. тур. Там напрямую организаторы, которые без там туроператоров, без ничего. Да, там есть тоже туроператоры, но они сами эти туры делают. Мгм. К примеру, там... Ну, то есть не москвичи делают, а местные. и местные. Ну, к примеру, есть на Алтае там тоже один туроператор, который и глэмпинги себе построил для того, чтобы размещать их самостоятельно людей. И у них свои автобусы, у них свои гиды, экскурсоводы. То есть они сами делают эти туры. Вот, то есть без этих. Поэтому это ключевая задача была его. Огонь. Потому что они самого тащат. Про военно-историческое, да? Да. Ты хотел Да про хотел, да, памятник? но мы пошли... Я рассказывал просто про то, что мы ездили в Ржев на Я тоже ездил. на 9 мая. Я решил, что ты никак как бы парад не посмотришь. И появилась такая традиция ездить куда-то в другие города на мемориалы и изучать историю одновременно, да, и путешествовать. Такая вот появилась идея. И в прошлом году я ездил в Ржев. Там обалденный стоит памятник советскому солдату, который там, у него подножье из птиц, такой, по-моему, Мединский курировал проект и ставил эту всю историю. Обалденный просто памятник, там, не знаю, мурашки по коже просто от одного вида. И сам город Ржев очень мне понравился, очень прикольный, маленький, такой уютный, с прикольной набережной, видовой, ты на нее сверху можешь посмотреть. Вот, и вот историю по книгам, типа, я, честно сказать, не очень люблю изучать. А вот так как-то нативно, да, я узнал историю, да, что там было уничтожено почти все население поселка, все. Да. Вот, сколько там забирали, какие там бои шли. Да, бои в боях погибли 1,5 миллиона, по-моему, если не ошибаюсь. И сейчас ты смотришь на то, какая там жизнь, да, как там все прикольно, кофейни, набережные, вот, и хотелось по этому поводу тоже спросить тебя, какие места ты мог бы посоветовать? Вот такие для военно-исторического туризма, скажем так. Да, я вот так, смотри, про Ржев ты, конечно, немного преувеличил. Вот я сейчас был, и у меня был пост. У меня был пост, и я понимаю, как этот город мог выглядеть с учетом его истории, и мне было так печально в этом городе, потому что он очень в плохом состоянии. Прям я даже пост сделал, что как можно с такой историей, ну, как Владимирская область, как можно с такой историей было так пренебрежительно к этому городу относиться. Знаешь, как сделать Владимирскую область лучше? Дам бесплатный совет губернатору. Переименовать ее Владимировская область. И там просто будет все великолепно. Да, уже занято Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Слушай, вот опять же, давай вернемся к тому же Мурманску. Сумасшедшие бои происходили. Ты когда поедешь из Мурманска на Кольский полуостров, там обязательно вас остановят на мемориале, где по этой линии проходили очень тяжелые бои. И там очень крутой мемориал, который тоже новый построен, и там прям полноценные экскурсии, полноценные там прям исторические разные такие объекты. Там же немцы еще и канатную дорогу строили, таскали туда. То есть там сумасшедшие бои были. И это один из первых моментов, куда стоит поехать. Волгоград. Это вообще классика. Если ты не был в Волгограде, то точно стоит поехать, потому что родина-мать помпезнее, чем в Ржеве. Вот я был сейчас в Магнитогорске. Удивительно, вот Магнитогорск в целом приятный город. Это такой, знаешь, прям советский люкс. То есть все дома сталинки, все сделаны такие вот, все чисто советский город. И с большим тоже мемориалом тыл фронту, потому что там через реку огромное количество производства металлургического. То есть там же создавали все. Вот. В Киев съезди еще тоже.
Историю нормальную почитай. Хорошая шутка, пора закругляться с подкастом. Ну что, пожелаем Сереже на выходных съездить в Киев. Открыта вакансия соведущего честного подкаста. Вот, поэтому пишите резюме, скидывайте на почту. Да. Спасибо огромное. Но тут не платят, если что. платят, да? Лотерейными билетами, но зато, если повезет, можно инвестировать в перспективные регионы России. Да. Спасибо огромное за интересный подкаст. Друзья, у нас по традиции самый залайканный комментарий получит в этот раз лотерейный билет. Вот, лотерейный билет на розыгрыш. Может быть, вам повезет, и вы их инвестируете во внутренний туризм. Такой необычный у нас Мы сначала проверим, выигрышный он или нет. Да, отправлять надо человеку. Ну, мы после. Ну, он уже потер. Извините, вам не повезло. Ну, заберите без выигрыша билет. Вот такой у нас честный подкаст. Спасибо огромное, друзья. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Пока.